Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня хочу вам показать педикюр, обработку пальчиков в комбинированной технике, покрытие гель-лаком с дизайном. Итак, поехали! Снимаю покрытие твердосплавной фрезой с красной насечкой на 23 тысячах оборотов. В педикюре покрытие снимаем практически полностью, поэтому аккуратно допиливаю камуфлирующую базу, чтобы не зацепить ноготь. Далее срезаю длину и опиливаю форму. Ставлю пилочку параллельно кутикуле, делаю квадратную форму, а уголочки слегка скругляю. Отодвигаю кутикулу пушером и фрезой почка 0,40 диаметра на 15 тысячах оборотов вычищаю птеригий, очищаю синусы и боковые валики. Работаю на форварде. После этого этапа опускаю ножки в теплую мыльную воду на 10-15 минут. После водички вытерла пальчики насухо и пушером еще раз прохожусь в зоне синусов и боковых валиков. Далее вычищаю подногтевые мозольки кюреткой. После водички кожа размягчилась и легко поддается обработке. Теперь дочищаю ороговевшую кожу вокруг ногтей накожницами, а далее буду срезать кутикулу ножничками. Обрезая кутикулу на большом пальчике, нужно быть особенно осторожными, так как зона кутикулы и лунулы на больших пальцах у большинства людей являются особо чувствительными. Если кожа подсыхает, смачиваю ее водой и продолжаю работу. Considering all the stars that came
Я знаю, что вы особо цените, когда я показываю работу на мизинчике, поэтому повторяю еще раз, показывая работу на этих малютках. Обработку пяточек я в этом видео не показываю, там нет ничего особенного, поэтому сразу приступаю к покрытию. Подготовила ногтевую пластину, как обычно, и покрываю любой жидкой базой. Для покрытия сегодня взяли нежно-персиковый оттенок от торговой марки Milano 031. Как обычно в любой торговой марке эмалевые цвета полосят, поэтому покрываем в 2 тонких слоя. Эти оттеночки являются особо капризными в покрытии, поэтому лучше 1 мм не докрасить до кутикулы. Через пару часов после педикюра кутикула слегка опустится и будет как раз аккуратное покрытие под кутикулу. Для дизайна большой ноготочек покрываем тонким слоем базы. Сегодня буду выкладывать битое стекло. Этот дизайн не новинка в ногтевой индустрии, но в последнее время опять набирает популярность. Просушила в лампе и перекрываю топом. Теперь давайте вместе посмотрим на результат, что же получилось в итоге. Если вам понравился сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях, мне будет приятно. Надеюсь, это видео заслуживает лайк, а кто на моем канале впервые, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю хорошего дня и приятных выходных, до новых встреч!